Всем доброго времени суток. В этом видео я отступлю от темы светомузыки и разных других светящихся штук. Но музыка в этом видео будет присутствовать. Итак, вот недавно получил такую небольшую вещичку из Китая. Это Bluetooth модуль 5.0. Вот такого вот он маленького размера по сравнению со спичечным коробком. Так вот он выглядит. Вот название VHM314 Bluetooth 5.0. Это устройство интересно тем, что с помощью него можно сделать ваши колонки или другую аудиотехнику, музыкальный центр беспроводным. То есть можно подключать без проводов с помощью этого модуля ноутбук, телефон, и звук будет воспроизводиться на вашем аудиоустройстве без всякого подключения к проводам. Еще чем интересно данное устройство, это то, что оно может быть использовано без всякой пайки и других приготовлений. Сразу вот из упаковки достали и можно подключить. Сейчас я это продемонстрирую. Вот у меня здесь зарядник от телефона. Вот так подключается в разъем. Вот я включаю зарядник в розетку. Индикатор загорелся. Устройство работает. Теперь что нужно? Подключаем ваши колонки, допустим, там от компьютера или другие колонки активные. Включим сами колонки. И все. В принципе, устройство готово к работе. Теперь остается подключить устройство к модулю, которое будет воспроизводить музыку. Сейчас я подключу к нему ноутбук. Вот вы слышали звук, устройство подключилось. Индикатор стал моргать медленно. И звук сейчас идет через колонки. Сейчас я отключу. Вот устройство отключено. В принципе, вот в таком виде его можно и оставить. Наклеить сюда двухсторонний скотч и приклеить к задней стенке ваших колонок или музыкального центра, и все будет прекрасно работать без всяких заморочек. Но это не для нас, мы будем делать все по красоте и будем внедрять устройство непосредственно внутрь колонок. Для этого я приготовил здесь уже блок питания. Это на 5 вольт. По-моему, 500 миллиампер. Не помню точно уже сколько. Я его вот 600 миллиампер. Я его извлек из такого старого зарядника для телефона. Разобрал. Подпаял к нему провода для подключения к сети 220 и
провод, который пойдет у меня для питания самого модуля. Еще приготовил провод для подключения аудио входа. Такой трехжильный провод от аудио кабеля. Все это будем внедрять непосредственно. У меня есть вот такие активные колонки микролаб. Будем встраивать внутрь самой колонки этот Bluetooth модуль. В самой колонке встроен усилитель мощности звука. Питается от сети 220 вольт. Подключаться будем, я думаю, скорее всего, вот к этой клавише, чтобы при включении колонки подключался и модуль Bluetooth. Здесь расположены два входа сигнала аудио, AUX и ПК. То есть здесь можно подключить два устройства, и они переключаются с пульта. По умолчанию, когда включаешь колонку, работает вот этот вход AUX. С пульта переключить можно на вход ПК. Подключать будем именно к AUX, чтобы при включении колонки сразу подключался модуль Bluetooth, можно было сразу подключить устройство, и оно играло. При необходимости можно будет переключиться вот на этот сигнал и снимать вот этот канал, можно снимать с него сигнал звука. Итак, приступим к разборке. Вот я извлек усилитель из корпуса. И что мы здесь видим? Здесь заходит у нас провод 220. И он идет вот к кнопке. Видно, не видно, не знаю. Так, сейчас покажу. Постараюсь. Сама кнопка залита клеем, поэтому подпаяться к ней, скорее всего, не получится. Наверное, придется врезаться вот здесь в провода вот эти, которые идут к трансформатору. Аудиосигнал приходит вот сюда, вот на эту плату. Ее придется тоже открутить, снять для удобства пайки. Так вот, я отключил все лишние шлейфы, чтобы не мешались, и извлек вот эту плату, на которой располагаются входы аудиосигнала. И будем припаиваться вот здесь. Сейчас посмотрю, как это
будем припаиваться вот к этим контактам. Вот эти три. Сейчас прозвоним контактным мультиметром, чтобы понять, где находится левый и где правый канал. Собственно, тут на плате подписано. Правый, левый. Но если вы сомневаетесь, можете прозвонить. Так, вот я подпаялся к входу AUX. Это у нас общий, это правый, это левый канал. Да, делаем дальше. Значит, так, хочу установить сам модуль как можно выше. Скорее всего, постараюсь вот к этой стенке, к самой верхней, прикрепить его на двусторонний скотч. Но чтобы туда попасть, нужно будет открутить вот этот динамик средний, который... Потому что вот здесь идет перегородка в объеме короба. Для этого, чтобы туда попасть, нужно извлечь вот этот динамик и пропустить провода. Там есть отверстие для проводов, которые идут для этих двух динамиков. Так, делаем. Вот я извлек динамик. Тут его пришлось выпаять, чтобы он не мешался. Потом припаяем на место. И вот через это отверстие будем пропускать провода для модуля, чтобы закрепить его сверху. Там. Приступаем. Удалось мне все-таки расколупать этот толстенный слой из термоусадки и горячего клея. Значит, будем подпаиваться вот здесь, где провод уходит на трансформатор усилителя, и вот здесь, где идет соединение с проводом сети и провод, уходящий на трансформатор. Сюда будем припаивать наш блок питания. Обращаю ваше внимание на технику безопасности. При работе с такими приборами нужно обязательно выключать его из сети, дабы не получить удар током. Вот я припаял наш блок питания. Один провод к включателю сети, другой провод к сетевому проводу, который идет на трансформатор. Все соединения обязательно нужно будет, как я вот, заизолировать. Также я все соединения, все провода закрепил на термоклей, чтобы исключить случайный обрыв. Так, теперь нужно припаять сам наш модуль к блоку питания и к проводу аудиосигнала.
Приступим. Подпаиваться будем вот провод аудиосигнала подпаиваем вот к этим вот местам. Здесь вот указано левый, правый и общий. Вот на эту площадочку будем подпаивать аудиосигнал. Вот сюда будем подпаивать блок питания. Здесь указан плюс, минус. Главное не перепутать полярность. Согласно указаниям подпаиваем провода. Ничего сложного. Вот я подпаял провода аудиосигнала, провода питания. Теперь нужно будет собрать полностью весь усилитель и проверить работоспособность этой всей системы. Приступим. Итак, вот я подсобрал весь усилитель полностью. Здесь у нас модуль припаянный. Сейчас будем пробовать. Включаем розетку. Питание есть, модуль работает. Так, сейчас включим колонку. Так. И подключаем . Все, и подключение есть. Наша колонка работает. Сейчас будем делать финальную сборку. Все места пайки закрепим термоклеем и будем собирать. Вот, приклеил Bluetooth на его место. Все подключен, прекрасно работает. Осталось прикрутить динамик, припаять, и все будет готово.
Вот я все собрал, подключил вторую колонку. Сейчас будем пробовать. Включаем питание, колонку. Вот был слышен звук, это подключился Bluetooth. По умолчанию в этих колонках работает вход вот этот звука AUX. И поэтому мы подпаялись сюда. И когда включаешь колонку, сразу будет включаться Bluetooth, и можно будет сразу непосредственно включить звук с вашего устройства через Bluetooth. Также можно будет подключиться сюда через разъемы, дополнительное устройство. Оно переключается через пульт. Для тех, у кого нет второго разъема для подключения RCA кабелей, что нужно будет сделать? Также подпаиваемся к разъему AUX в ваших колонках, но нужно будет сделать для подключения Bluetooth отдельный включатель, вот такой же, ну или другой примерно похожий, в разрыв между сетевым кабелем и блоком питания на 5 вольт, который мы добавляли. В разрыв вставляете вот такой же включатель, чтобы при необходимости можно было включать и выключать Bluetooth, чтобы у вас одновременно звук шел не из Bluetooth и с дополнительного входа. В общем-то так. Давайте попробуем подключить устройство. Я буду подключать ноутбук. Так, сейчас подключим через ноутбук музыку. Включим музыку для примера. Щелкаем сюда. Открываем все параметры. Выбираем устройство. Включаем Bluetooth. И щелкаем вот сюда. Добавить Bluetooth. Выбираем Bluetooth. Здесь Bluetooth. И он ищет наше устройство. Вот наше устройство. VHM314. Щелкаем его. Все, идет подключение. Все. Наше устройство подключено и работает. Вот. Никаких проводов не надо. Ну, только что провод сетевого питания и провод, который соединяет со второй колонкой. Устройство, с которого воспроизводится звук, вы можете носить по дому в любое место. Звук будет у вас идти из колонок. В обратном порядке. Кликаем сюда. Вот у нас устройство Bluetooth подключено. Кликаем. Устройство отключено. Еще раз кликаем. Устройство подключено. На ноутбуке долго происходит подключение, на телефоне быстрее происходит. Но с телефона не могу показать, потому что я на него снимаю. Вот такая вот нехитрая самоделка.
лайфхак, можно сказать, чтобы прокачать ваши колонки.